Приветствую, это Добряк. Расскажу, как впервые оказался в одиночке. ИК-6, не курорт, а суровая реальность. Попал туда не за драку и не за беспредел. Причина другая, человеческая. Я просто не смог пройти мимо слабого. В отряде был парень. Тихий, незаметный, начали на него наезжать трое здоровых. Хотели унизить, как водится, а я посмотрел и подумал, если сейчас промолчу, не мужик. Встал между ними, без шума, по-простому, слово сказал, плечом отвел. Один толкнул, я ответил, не кулаками, авторитетом. Но начальству это не понравилось, нарушение, мол. Отвели в ШИЗО 5 суток, а потом, не спрашивая, в одиночку, за то, что якобы создаю угрозу стабильности, а по сути за то, что не отводил глаза. Одиночка – это когда ты не просто один, а как будто исчез. Слышишь только свое дыхание да скрип дверей на кормежку. Никаких разговоров, даже взгляд – роскошь. Камера 1,3 м, кровать к стенке прикручена, умывальник ржавый. Ни телевизора, ни книг. Все как будто специально, чтобы ты забыл, что человек. Первый день еще ничего, думаешь, пересидим, а вот на третий уже начинаешь слышать себя. Мысли, которых не ждал, вопросы, от которых не спрячешься. Думал о матери, о том, что не дописал письмо, о друзьях, которые забыли. Иногда приходил надзиратель, молча кивал, но в глазах у него понимание. Чтоб не сломаться, придумал распорядок, подъем, отжимание, дыхание, повторял себе. День пройдет, и ладно, главное не сломаться. Сам себя уговаривал. Ночью было хуже, темно, как в подвале, каждый шорох, как будто за тобой. Лампа тусклая, а тени, как будто живые. Не испугаться, уже победа. Писал на стенке ногтем даты, фразы «Держись, не забудь, кто ты». Это был мой способ остаться, не исчезнуть, не раствориться в этой тишине. Когда выводили на прогулку, дышал полной грудью, видел небо, и сердце стучало громче. 5 минут свободы дороже недели слов. Я не герой, просто не промолчал. И за это сел в бетонную коробку. Но если бы вернуть назад, снова бы вмешался, потому что так правильно. Спасибо, что дослушал. Если не тяжело, и подпишись. Тут будет еще много таких историй из жизни, без вранья. Все по чесноку. Добряк был с вами. Жизнь всегда найдет способ удивить тебя. Надо только дождаться этого момента. У меня все. Услышимся в следующий раз.